А вы видели заброшенные американские села? Почему люди бросают свои дома? Причин много, начиная от внутренней миграции в погоне за лучшей жизнью и заканчивая вообще наркотиками, которые могут разрушать даже небольшие города. Я покажу вам несколько грустных примеров, оставив самое интересное напоследок. И начну с Монови. Это маленький городок, село в штате Небраска, США. Когда-то он был довольно типичным примером американского сельского поселения. Основан в начале 20 века, постепенно развивался, став пристанищем для людей, ищущих спокойную жизнь вдали от крупных городов. В 1930-е годы население Монови достигало около 150 человек, и жизнь там текла размеренно. Жители работали на полях, владели небольшими магазинами и фермами, а город был центром общения для местного сообщества. Казалось, что так будет всегда. Однако все изменилось в послевоенные годы. Как и многие небольшие городки в сельской Америке, Монови начал терять свое население. Причин тому было несколько. В первую очередь, изменения в экономике. Сельское хозяйство модернизировалось, требовалось меньше рабочей силы, и люди начали искать работу в более крупных городах, где появлялись заводы и фабрики. Ведь где работать, когда на улице несколько домов и больше ничего? Кроме того, жизненные стандарты в городах становились выше, а инфраструктура в таких местах, как Монови, оставляла желать лучшего. Даже в больницу приходилось ездить достаточно далеко. К 1970-м годам население Монови сократилось до 20 человек, а к началу 21 века в городе осталась лишь одна жительница – Элси Эйлер. Она продолжала управлять единственным оставшимся заведением в городе – небольшим баром, который стал своеобразным символом упорства и выживания. В 2004 году, когда умер ее муж, Элси осталась последней жительницей Монови. Это сделало Монови уникальным, официально зарегистрированным городом с населением в одного человека. Жизнь Элси необычна. Она и мэр города, и секретарь, и казначей. Каждый год она подает заявление на продление лицензии для работы бара, а также оплачивает налоги, которые сама себе же и назначает. Монови стала настоящей достопримечательностью для путешественников, интересующихся покинутыми городами Америки. Туристы приезжают в бар Элси, чтобы выпить кружку пива и узнать историю города. Монови, как и многие другие маленькие поселения в США, оказался не в состоянии конкурировать с более крупными и развитыми городами. Туристы очарованы этими рассказами, но почему-то оставаться в городе не собираются. Так и стоит Монови с единственным жителем – мэром. Грустная история, правда? А это Боди, штат Калифорния. Что может пойти не так в этом солнечном месте? Сейчас расскажу, ведь это один из самых известных городов-призраков в США, который на пике своего процветания был настоящим центром золотоискательства и бурной ночной жизни. Основанный в середине 19 века во времена золотой лихорадки, этот город-поселение стал местом притяжения для тысяч людей, мечтающих разбогатеть. Однако сейчас Боди – это пустынное место, куда туристы приезжают, чтобы взглянуть на останки былой цивилизации. В 1859 году Боди был основан как шахтерский поселок, когда здесь обнаружили залежи золота. Слышали же про золотую лихорадку? За считанные годы сюда хлынули люди, жаждущие быстро разбогатеть. К 1870 годам население увеличилось до нескольких тысяч человек, а к 1880-м достигло почти 10 тысяч. Боди процветал. Здесь открывались магазины, бары, отели, рестораны, работали многочисленные золотодобывающие шахты. Неплохо, да? Поселок славился своим бурным образом жизни и был известен как город греха с большим количеством салунов, борделей и преступности. Однако золото закончилось. Постепенно шахты закрывались, а рабочие отправлялись искать удачу в других местах. Уже к 1910 году в городе оставалось всего 700 жителей. Люди уезжали, оставляя свои дома, магазины и мечты. Великая депрессия 1930-х годов окончательно подорвала экономику города, и он превратился в почти пустое место. Хотя жители давно покинули это место, множество зданий остаются практически нетронутыми, будто замерзшими во времени. В Боди можно увидеть дома, магазины и даже школы, стоящие такими, какими они были более 100 лет назад. Это делает поселок уникальной исторической достопримечательностью, которая привлекает туристов со всего мира.
Почему люди ушли, ведь можно сейчас жить и без золотой шахты под боком. Главная причина экономическая. Когда в шахтах закончилось золото, работа исчезла, и людям пришлось искать новые возможности. А их тут фактически не было. Боди, как и многие другие шахтерские поселки, был обречен на запустение. Его судьба – типичный пример того, как однобокая экономика может уничтожить целое поселение, когда иссякают его основные ресурсы. Еще один фактор – удаленность города и трудности с инфраструктурой. Боди находился в отдаленной части Калифорнии, что затрудняло доставку товаров и развитие инфраструктуры. В условиях, когда экономика рушилась, власти не видели смысла вкладываться в поддержание жизни в таком далеком месте, а у людей просто не было денег, чтобы платить за удорожание продуктов и логистики, проще было уехать. Ну и добавьте сюда разгульный образ жизни, золото закончилось, а любовь к наркотикам и алкоголю осталась. Городок быстро обрел дурную славу, отпугивая всех возможных переселенцев. В итоге сбежало даже местное отребье, когда деньги закончились. Сегодня в Боди нет ни одного постоянного жителя, но каждый год сюда приезжают тысячи людей, чтобы пройтись по улицам города-призрака и прикоснуться к его истории. В штате Калифорния есть множество таких заброшенных городов и поселков, но Боди остается одним из самых известных и хорошо сохранившихся. Но идем дальше. Небраска, с ее бескрайними просторами сельской местности, всегда была символом классической Америки, где жизнь текла размеренно, а небольшие городки и деревни служили центрами сельскохозяйственной жизни. Но и тут не сложилось, как вы можете догадаться. Как и в большинстве сельских регионов США, миграция населения в крупные города привела к постепенному упадку многих маленьких поселений. Городки и деревни, такие как Доусон и Эльм-Крик, которые когда-то были полны жизни, сегодня страдают от экономической стагнации и демографического спада. Но давайте расскажу чуть подробнее. Доусон, расположенный в юго-восточной части Небраски, был основан в середине XIX века как сельскохозяйственный районный центр. В первые десятилетия существования его население достигало нескольких сотен человек. Основой экономики было сельское хозяйство, главным образом выращивание зерновых и скотоводства. Через город поселок проходила железная дорога, что делало его важным пунктом для перевозки сельскохозяйственной продукции. В середине 20 века население Доусона составляло около 500 человек. Здесь были магазины, школы и медицинские учреждения, а жизнь в городе строилась вокруг местных хозяйств. Эльм-Крик, находящийся в центральной части Небраски, тоже был типичным сельским поселением с населением, достигающим более 600 человек в 1950-е годы. Этот город-поселок был тесно связан с местной экономикой, главным образом фермерством и животноводством. В городке были церковь, школа, несколько магазинов и кафе, а его жители гордились своими корнями и сельским образом жизни. Но что пошло не так? У них даже был свой страховой офис. А вот вы знаете, что делать, если вы попали в ДТП в США. Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Несмотря на процветание в середине 20 века, начиная с 1960-х годов, оба этих городка начали сталкиваться с серьезными демографическими и экономическими проблемами. Какие причины? С развитием технологий в сельском хозяйстве количество рабочих рук, необходимых для ведения ферм, значительно сократилось. Это означало, что фермы становились все более механизированными, и необходимость в большом количестве работников исчезала. Многие семьи покидали фермы, так как не могли конкурировать с более крупными и технологически развитыми хозяйствами. Это, в свою очередь, привело к оттоку населения из Доусон и Эльм-Крик. Еще одной из главных причин сокращения численности населения этих деревень
стала миграция молодежи в поисках лучшего будущего. В больших городах Небраски, таких как Омаха и Линкольн, а также за пределами штата, молодые люди находили более высокооплачиваемую работу, больше возможностей для образования и культурной жизни. К началу 1980-х годов молодежь массово покидала родные деревни, оставляя их все более пустыми. Железная дорога, которая когда-то была важной для таких мест, как Доусон, потеряла свое значение с развитием автомобильных дорог и грузовых перевозок. Закрытие железнодорожных маршрутов привело к изоляции деревень и снижению потока товаров и людей. Инфраструктура ветшала, цены на услуги и продукты росли, люди были просто вынуждены бежать. Сейчас Доусон и Эльм-Крик – это тихие и почти заброшенные деревни. Множество домов заброшено, и они медленно разрушаются под воздействием времени и погодных условий. Улицы пустынны, а в центре города можно увидеть пустующие здания, где когда-то располагались магазины и другие предприятия. Местные фермы все еще функционируют, но их число значительно сократилось, и большинство земель принадлежит крупным сельскохозяйственным корпорациям. Доусон выглядит как тень самого себя, оставшаяся после нескольких десятилетий упадка. Эльм-Крик, несмотря на аналогичные проблемы, сохраняет небольшую активность. В деревне живет около 300 человек, и здесь еще можно увидеть несколько функционирующих магазинов и сельскохозяйственных предприятий. Однако улицы и здесь пусты, а заброшенные дома и постройки создают мрачное впечатление. Местная церковь и школа остаются закрытыми, а многие бывшие жители города уехали в крупные города, такие как Гранд-Айленд или Карни, которые предлагают больше возможностей для работы и жизни. Эти деревни стали своеобразными символами упадка сельской Америки. Жизнь здесь когда-то кипела, но сегодня они превратились в полупустые поселения, где время, кажется, замерло. По мнению местных жителей, если не произойдут значительные экономические перемены или не будет инвестиций в развитие инфраструктуры, эти деревни продолжат пустеть и, возможно, полностью исчезнут. Одной из самых известных современных заброшенных деревень в Америке является Сентралия в штате Пенсильвания. Хотя Сентралия технически не является деревней, а маленьким городом, ее история удивительна и трагична, а население сократилось практически до нуля в течение нескольких десятилетий, оставив этот некогда процветающий населенный пункт в запустении. Сентралия была основана в середине XIX века и быстро развивалась благодаря угольной промышленности. В угольных шахтах под городом добывали антрацит, один из самых ценных видов угля, что привлекало рабочих и их семьи. В 1890-е годы население Сентралии составляло около 2700 человек. Город был полон жизни. Здесь работали магазины, школы, церкви и бары. Экономика процветала благодаря угольной промышленности, и жизнь строилась вокруг шахт. Однако в 1962 году произошла трагедия, которая изменила судьбу города навсегда. Летом того года на одной из городских свалок произошел пожар, который перекинулся на заброшенные угольные шахты. Это вызвало подземное возгорание, которое, как оказалось, не удастся потушить. Огонь начал распространяться по угольным пластам под городом, и, несмотря на многочисленные попытки его потушить, он продолжает гореть и по сей день. Поначалу местные власти и жители не придавали большого значения пожару под землей, однако с годами ситуация ухудшилась. Дома начали разрушаться, земля проваливалась, а в воздухе появились ядовитые газы, такие как угарный газ и сероводород. В 1980-е годы стало ясно, что жить в Сентралии становится небезопасно. К 1984 году федеральное правительство США решило вмешаться и выделило $42 миллиона на переселение жителей. Практически все жители согласились уехать, и многие дома были снесены. Город официально закрыли, и большая часть населения покинула свой дом. Но не везде в Америке все так плохо. Вот вам контрастный пример. Хэмптонс, расположенный на восточном побережье Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк, является одним из самых престижных и дорогих пригородов Америки. Этот регион давно стал синонимом роскоши и богатства, притягивая знаменитостей, магнатов и успешных предпринимателей. Сколько стоит домик? Вы сильно удивитесь.
Хэмптонс включает несколько городков и деревень, среди которых Иствуд, Саутгемптон и Истхэмптон являются самыми известными. Стоимость жилья в этом регионе невероятно высока, с ценами, достигающими десятков миллионов долларов за элитные дома. Средняя стоимость дома в Хэмптонс колеблется в районе 2–3 миллионов долларов, а элитные особняки могут стоить свыше 20–30 миллионов. Например, один из особняков, проданный в Саутгемптоне, обошелся покупателю в 145 миллионов долларов. Это одна из самых дорогих сделок на рынке недвижимости в США. Одной из причин таких высоких цен является ограниченность земли и строгие нормы застройки, что делает каждый участок особенно ценным. Владение домом в Хэмптонс ассоциируется не только с роскошью, но и с доступом к лучшим пляжам на восточном побережье, а также к социальным мероприятиям высшего общества. Люди стремятся жить в Хэмптонс не только ради близости к природе, но и ради возможности вести привилегированный образ жизни, окруженный такими же успешными и влиятельными людьми. Летом сюда стекаются богатые семьи, чтобы насладиться уединением и отдыхом вдали от шумного Нью-Йорка, который находится всего в 2 часах езды. Этот район стал символом элитарного отдыха, куда приезжают на уикенды и для летнего проживания. Еще один невероятно дорогой пригород Америки – это Pacific Palisades в Калифорнии, также известный своей экстравагантной недвижимостью. Этот район привлекает магнатов из Кремниевой долины, которые ищут уединение и безопасность вдали от мегаполисов. Расположенный среди виноградников и холмов, Pacific Palisades является примером нового типа пригородов, где важна не только роскошь, но и экологическая устойчивость, минималистичный дизайн и эксклюзивность. Средняя стоимость жилья в Pacific Palisades превышает 5 миллионов долларов, а многие дома здесь оборудованы всеми современными удобствами, от солнечных батарей и бассейнов до собственных виноделин. Элитные особняки могут достигать цен в 20–50 миллионов долларов, причем их владельцы – это крупные инвесторы, технические гиганты и звезды шоу-бизнеса. Что делает этот район столь популярным среди богатых людей? Во-первых, это близость к Кремниевой долине, что позволяет успешным предпринимателям находиться недалеко от центра мировой инновационной индустрии. Да, деревня айтишников. Во-вторых, это природа и винодельни, которые привлекают людей, ищущих баланс между деловой активностью и спокойной жизнью на лоне природы. Жители Pacific Palisades имеют доступ к эксклюзивным мероприятиям, таким как дегустации вин и частные благотворительные вечера. Неплохо устроились, да? Пока одни поселки загибаются из-за закрытых школ и больниц, в других строят бессмысленные дома за миллионы долларов. Справедливо такое? Пишите в комментариях.